Львы нашли женщину-рейнджера, привязанную к дереву. Вы не поверите, что они сделали дальше. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Ее звали София Мартинес. Она родилась и выросла во Флориде. С раннего детства София питала глубокую любовь к животным и мечтала связать с ними всю свою жизнь. После окончания колледжа ее приняли на работу в зоопарк Майами. Здесь София ухаживала за множеством различных видов животных, включая редких и исчезающих. Работа в зоопарке стала для нее настоящей школой жизни, где она приобрела ценный опыт и знания о дикой природе. Прошло 2 года, и желание исследовать окружающий мир и посвятить себя охране природы стало настолько сильным, что София решилась покинуть США. Она выбрала Африку и переехала в Танзанию, чтобы присоединиться к работе в национальном парке Серенгети. Она верила, что именно здесь сможет исполнить свое предназначение — защищать дикую природу. В первые дни пребывания в Серенгети ей пришлось привыкать к суровому климату. Днем жара буквально обжигала, а ночью температура резко падала, и приходилось спасаться от холода. Но София всегда сохраняла улыбку и не боялась трудностей. Ее ежедневная работа заключалась в патрулировании территории, отслеживании передвижений животных и предотвращении браконьерской деятельности. Благодаря открытому характеру она быстро завоевала уважение коллег и подружилась с ними. Местные жители любили ее за смелость и преданность делу. В свободное время София гуляла по просторам парка, наблюдая за повадками львов, слонов, носорогов и многих других животных. Все свои наблюдения она тщательно заносила в блокнот. Опыт, накопленный за 2 года в зоопарке Майами, стал прочной основой и помогал ей справляться с любыми ситуациями. Несколько месяцев пролетели быстро, и София привыкла к жизни здесь. Она уверенно управляла квадроциклом, преодолевая сложные пастбища и ухабистые дороги. В обычные дни она всегда ходила на патруль вместе с напарником, чтобы было безопаснее. Но однажды утром ее коллега по команде внезапно заболел. Отменить дежурство было невозможно, и София решилась отправиться одна. Она собрала достаточно воды, еду и средства защиты, чтобы не оказаться без необходимого в дороге. В тот день солнце нещадно палило на бескрайние саванны, но решимость и любовь к животным придавали ей сил. Она верила, что все пройдет спокойно. Ее внедорожник медленно пробирался сквозь густые заросли, оставляя за собой тонкий след пыли. По пути она записывала следы антилоп и внимательно высматривала львов. Внезапно София заметила странный грузовик, припаркованный возле зарослей акации. Сердце забилось быстрее, что-то было неладно. Она остановила машину и достала бинокль. Грузовик выглядел новым, но на нем не было четких номерных знаков. София решила приблизиться и жестом потребовала остановиться. Сначала автомобиль продолжал медленно двигаться, будто не замечая ее, но затем все-таки остановился в метре от нее. София твердо и вежливо попросила открыть багажник. 2 мужчин внутри молча кивнули, почти не сказав ни слова. Когда багажник распахнулся, София едва сдержала крик. Внутри, на цепи, был крепко прикован гепард. В одно мгновение стало ясно. Это браконьеры. Она хотела броситься к машине за оружием, но мужчины схватили ее быстрее. Они резко связали ей руки и потащили к ближайшему дереву. София пыталась предупредить их о последствиях, сказала, что они обязательно понесут наказание, но браконьеры проигнорировали ее слова. Они крепко привязали ее к дереву, завели машину и умчались прочь. Оставшись одна под палящим солнцем, София попыталась освободиться, но веревка оказалась слишком прочной, а запястья покрылись красными следами. Жажда мучила ее, пот струился по всему телу, и силы постепенно покидали ее.
Сознание начало мутнеть, перед глазами все расплывалось, и вдруг за ее спиной раздалось низкое рычание. Оно становилось все громче, и София, собравшись, открыла глаза. Перед ней стоял прайд львов. Они окружили ее, заставив сердце биться как никогда быстро. Затем львицы расступились, и к ней вышел огромный лев. Он подошел вплотную и начал когтями царапать веревку. Сначала София оцепенела от страха, но затем заметила шрам на его шее. В памяти всплыло событие годичной давности. Именно этого льва она спасла, когда он попал в браконьерский капкан, и в это время на него напала стая гиен. Она выхаживала его 3 месяца, пока тот не восстановился. Теперь лев будто узнал ее. Он продолжал рвать веревку, и постепенно та ослабла. София дернула руками и, наконец, освободилась. Ее переполняли эмоции. Она обняла льва, а он тихо зарычал в ответ. В этот момент София поняла — доброта возвращается неожиданными путями. Она поспешила к квадроциклу, включила рацию и связалась с Центром охраны природы и полицией. Сообщила об инциденте и о прикованном гепарде. Сразу же была мобилизована группа. София и ее коллеги последовали по следу автомобиля. Браконьеры пытались скрыться, но полиция заблокировала машину и арестовала их. Гепарда удалось спасти. Он был напуган, но, к счастью, не получил серьезных травм. Ветеринары подтвердили, что животное сможет полностью восстановиться. София и ее товарищи радовались вместе, когда гепард снова вышел на просторы Серенгети. 2 браконьеров были доставлены в участок и обвинены в незаконной охоте и перевозке редких животных. София поблагодарила полицию за быструю реакцию, а коллег — за поддержку. Вернувшись в штаб, она написала подробный отчет о происшествии. Несмотря на усталость, на ее лице сияла улыбка, ведь сегодня она снова помогла сохранить жизнь. Позже вечером она вернулась в свой домик на окраине парка. Включила тихую музыку, стараясь расслабиться после тяжелого дня, и вспомнила, как лев спас ее. Перед сном София поблагодарила судьбу за возможность встретиться с такими прекрасными созданиями. Она знала, завтра ее миссия продолжится, и она смело выйдет навстречу новым испытаниям ради защиты дикой природы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.